Итак, приветствуем всех, уважаемые зрители и слушатели. Вы слушаете подкаст oldgames.ru номер 33. В эфире Virgil и Димаус. И я Тругру. Рад снова быть на связи. Да, мы сегодня обсуждаем ZX Spectrum опять. Если в прошлом выпуске мы обсуждали, скажем так, с музыкальной точки зрения игры с запоминающимися треками, то в этот раз мы хотели бы обсудить такие интересные эксклюзивы с этой платформы, которые получили высокие оценки игроков и, возможно, даже как-то повлияли на дальнейший процесс становления игровой индустрии. Единственное, я хотел сказать, что эксклюзив может быть не совсем верное слово, потому что все эти игры, о которых мы будем говорить, впоследствии были портированы на другие платформы. Угу. Можно сказать так, что речь пойдет об играх, которые были написаны специально для Спектрума и в расчете на его возможности. Ну, а возможности мы еще по прошлой передаче помним. Возьмем знаменитую игру «Элита». Но оказывается, что она была написана не для Спектрума. Да, она была написана для этого BBC. Для BBC Micro. Я так понял, что есть спектрумисты, которые в этом смысле разочаровались в своем любимом компьютере. Они считают так, что, мол, для маленького спектрума ничего специально не писали. В основном только портировали с других игровых компьютеров. Вообще это не так. Я думаю, мы сегодня как раз это дело докажем, что было довольно на спектруме хороших оригинальных игр, которые сами уже портировались на другие платформы. Ну что ж, начнем. Угу. И первая игра у нас сегодня называется The Hobbit. И вышла она в самом начале пути Спектрума в 1982 году. Чем она интересна и примечательна? Да, одна из самых первых игр для ZX Spectrum. И сразу же бестселлер. Многие сотни тысяч проданных экземпляров. Где-то я даже встречал цифру, что если брать с 1982 года по 1985, это чуть ли не 1 миллион проданных экземпляров. И... На то время это впечатляющая цифра. Да, особенно если учесть, представьте, речь идет о текстовой игре. Ну, здесь, наверное, сыграла свою роль тематика, что тогда был бум, значит, фэнтези, всякие ролевые игры, и понятное дело, что тематика произведений Толкина очень хорошо продавалась. Ну, любые произведения, основанные на книгах. Конечно, конечно. Авторы получили права на использование сюжета. И более того, им пришлось с каждой игрой продавать еще и книгу. Вот это «Хоббит»? Да, такое условие поставили. Вот это толкиновский эстейт, не эстейт, а вот те, кто управляет правами на собственность, да, интеллектуальную, они вообще знамениты своей упертостью в этом плане. Удивительно, что вообще разрешили в этом смысле. Вот, и то есть действительно это был бестселлер. Я думаю, сравнить его можно было только с Зорк 1, который вышел в 80-м. Но вот что отличало «Хоббит», допустим, от того же Зорка? Ну, во-первых, там была графика. То есть, может быть, не каждый экран, но практически на каждом экране текстовое описание сопровождалось еще и графической иллюстрацией. Угу. Лучше я, наверное, начну с того, кто были разработчики. Разработчики из Австралии, недавние студенты, 2 человек, Филипп Митчелл и Вероника Меклер. Митчелл занимался в основном парсером для этой игры, а парсер там был достаточно интересный. Вообще, в те времена, сейчас, может быть, это непонятно, но среди текстовых игр было соревнование, у кого более сложный парсер, где более какие-то такие сложные развернутые предложения распознаются. Я так понимаю, что здесь он не какие-то ограниченное количество глаголов, а действительно там любые команды, и нужно догадываться, что именно вот нужно делать. То есть примитивом считалось, если у вас в игре есть только глаголы существительные, которые распознаются вашим парсером. В «Хоббите», конечно, это было не так. Он многое умел. Особенно тут интересна работа вот этой вот Вероники, потому что она сделала с текстовой игры с простой? Она добавила туда так называемую текстовую физику. То есть объекты в игре имели объем, массу, могли вкладываться друг в друга, связываться и так далее. У них меня были еще разные что свойства. Поразило для такой ранней игры, что там герои сами по себе еще могут двигаться. То есть вам пишут, что вот там Арагорн пошел куда-то, там кто-то пришел, что-то сделал там. Это удивительно. Полная недетерминированность, как, так сказать, говоря научным языком, агентная система, где у каждого агента какие-то свойства, свои цели, они друг с другом как-то взаимодействуют. Плюс это еще и работает в реальном времени. То есть, время медленное. Я не помню, сколько там, по-моему, минута. То есть, у вас есть время на то, чтобы набрать какую-то команду. Но если вы ничего не набираете, проходит минута, другая, и игра, собственно говоря, делает свой ход.
и все объекты приходят снова в движение. Текстовая игра в реальном времени. Да. Интересно. А вот эти вот функции, которые были, физика и так далее, они вообще влияли как-то на прохождение или это не нужно было использовать? Ну, влияли и часто даже таким образом, который сами авторы не задумывали. То есть в силу недетерминированности игры очень сложно было ее отлаживать и вообще понять, как и что происходит именно в деталях. Вот, кстати, за эту игру очень не любили, потому что, с одной стороны, сюжет четко задан, а с другой стороны, когда все эти Гэндальфы и прочие расставлены, они начинают жить совершенно своей жизнью, и игра уже получается не по Толкину, а вот каждый раз что-то новое происходит. В плане проходимости, то есть не могло быть так, что ты не успел и все, дальше уже вообще ничего нельзя сделать и пройти игру нельзя. Или там все-таки были какие-то обходные пути? Да, я понял. Скорее всего, были проблемы такого рода, потому что игра вышла, конечно, с большим количеством багов, и так за все, собственно, за все существование не успели ничего исправить, по большому счету, в силу вот как раз вот этой сложности движка. Так что была масса проблем и такого рода, и прочего. И были интересные такие забавные моменты. Например, в игре был герой Элронд, один из персонажей, с которым наш Бильбо встречается. У него функция, по сути, единственная – кормить нашего Бильбо ланчем. И чтобы постоянно не возвращаться в локацию, где этот Элронд обитает, вот некоторые игроки обнаружили, что можно набрать кэрри Элронд, то есть нести Элронда, и наш игрок будет носить его. То есть он появится в инвентаре и будет исправно кормить его, так сказать, ланчем, когда потребуется. То есть авторы, естественно, этого не задумывали. Но сам движок позволяет такие странности. И вот, собственно, многие игроки любили как раз такие вот неожиданные вещи находить. Но мне кажется, что еще одним интересным фактом об игре является то, что разработчик игры, вот как раз Вероника, она не знала об успехе самой игры, то, что она так продалась таким хорошим тиражом. Вот. То есть она ушла, я понимаю, из бизнеса вот этого игрового. Больше не возвращалась, и только спустя годы узнала, что создала такой вот хит однозначный. Да. Видимо, очень была у нее такая интенсивная работа в этом IBM, что она даже не могла, что называется, глядеться, посмотреть, что же там с ее старой игрой происходит. Ей, что ли, эти самые за продажи ничего деньги не шли? Да вот тоже странно. Я тоже встречал вот это утверждение в интервью. Не знаю, как она так сумела не понять, что происходит с Хоббитом. Понятно. Ну давайте перейдем к следующей игре сегодняшней. Угу. Это игра Night Lore. Вот как раз в прошлый раз мы рассказывали о другой такой похожей изометрической игре. Как она называлась, я забыл уже. Fairlight. Да, Fairlight. Вот, в принципе, Night Lore очень похож на нее. Или наоборот. Night Lore это вроде как одна из первых, да? Да, по большому счету это первая... 84-й год. Да, первая полноценная изометрия, ну, как они называются, аркадный квест для домашнего компьютера в изометрической проекции. Ну, может быть, не совсем первая, потому что для того же Спектрума еще, кажется, в 82-м году, если я не путаю, была игра NTTech. В принципе, на аркадных автоматах тоже были изометрии, но вот такого вот уровня на домашнем, пожалуй, только Night Lore. Первая успешная. Ну и, наверное, можно сказать про компанию, которая его создала. Ultimate Play the Game. В свое время это была, наверное, считалась лучшая компания из тех, которые создавали игры для Spectrum. Это самое начало 80-х. Причем у них сразу был такой серьезный подход, хотя сами они были молодые, там, лет по 25, когда они делали Night Lore. Это были братья Стемперы, которые получили хороший опыт разработки для игровых автоматов. И они понимали не только, как все это устроено, но и как это должно продаваться. Кстати, потом эти авторы еще и на приставках отметились. Наверное, вам знакома такая компания Rare? Да, конечно, известная. Собственно, это они и есть, эти самые. Неплохо. Да. А вот я смотрю на World of Spectrum насчет того, что они умели деньги зарабатывать, что все их игры distribution denied. До сих пор они вот. как-то их, видимо, продают. Но и в плане именно игрового дизайна тоже очень интересные люди. Так, ну что про сам Night Lore? Да, главный герой — путешественник, который превращается в оборотня регулярно. Это и... Интересно, там как бы день и ночь, да, меняются? Да, Он да, меняется... Да. В зависимости от времени суток он меняется. Его заколдовал какой-то волшебник злой. И, собственно, он бродит по, я так понимаю, это замок, и собирает предметы, которые нужны для того, чтобы их потом кинуть в котел тайком от волшебника. Да, и сварить суп, можно сказать, который его вылечит.
Вот, и на каждом экране, в каждой локации этого замка там свои какие-то загадки простые или не очень простые, чаще всего связанные с умением уворачиваться, прыгать и так далее. Там еще можно, насколько я понимаю, двигать объекты, да? Да. То есть, по сути, это вот мы говорили о Firelight, а в Night Lore как бы даже не лучше была графика и возможности. Ну, по крайней мере, возможности точно не хуже. И, в принципе, вот после Night Lore как раз пошел бум изометрических игр для Spectrum. Их было сделано очень много. Собственно, и тоже команда Ultimate The Game тоже было много таких игр. То есть нашли свою жилу. Да. Да, причем вот что мне показалось интересным, то, что на разных платформах они мало отличались внешне. А это как раз указывает на то, что игра была написана специально для Spectrum в расчете на его возможности. Давайте к следующей-то перейдем уже. Давайте. Так, и что у нас следующее? Lords of Midnight. Да. Угу. Тоже, кстати, интересно тем, что посвящена фактически творчеству Толкиена. В несколько таком завуалированном плане. Да лучше, я думаю, не говорить уж прям так, как будто это все содрано Толкина. Вдохновлялся, конечно, автор. Вдохновлялся, но тем не менее он... Насколько я помню, там по-другому все названы, все герои. Ну, есть какие-то сюжетные моменты, допустим, в игре можно было достичь успеха двумя путями. Один путь это такой квестовый, пробраться куда-то там в башню судьбы или что-то как это называется, и уничтожить ледяную корону, которая является источником власти. Ну да, это типа кольцо. Да. Или да. можно было собрать своих тех самых лордов и сражаться с армиями вот этого врага, по-моему, как он назывался, Думдарк. И уже, так сказать, полноценно сражаться, собирать войска, по карте двигаться. Это уже получается стратегия. Да, но она интересна тем, что здесь все-таки перспектива от первого лица. То есть при принятии каждого действия, каждым героем показывается то, как он видит мир. Ну, естественно, довольно условно, но... Я бы сказал... Вообще, игра довольно простая, я бы сказал. Ну, тут очень небольшой. Я бы не согласился. Действий. Во-первых, можно начать с того, что вот я сколько не спрашивал наших спектрумистов, мало кто вообще эту игру оценил. Не потому, что она им там... А мне сложно разобраться довольно. Да, ее действительно не поняли, потому что без сопроводительных материалов, в частности, без карты, там ловить нечего, потому что вид, так сказать, действительно от первого лица. Непонятно, где ты находишься, это нужно самому создавать карту, а там пространство огромное, это, так сказать, open world настоящий. Ну, а карта действительно она была в комплекте, в дистрибутиве. И была не только карта, была новелла, которую автор написал специально. Там много было интересного. Да, вот я нашел карту, действительно большая очень. Да, огромная. Это где-то 50 на 50 экранов, значит. И причем, то есть, как говорили, 4000 экранов и всего 32 тысячи видов, потому что мы можем передвигаться, ну, в смысле, поворачиваться на 8 позиций. И в этом смысле, с одной стороны, по графике эта игра похожа на известный RPG в духе Dungeon Master, да, Lands of Lore, а с другой стороны, 8 позиций, такая панорама. То есть, на самом деле, графика более совершенна, чем в этих играх. Вот. И интересный жанр такой смешанный. Квест, стратегия. А написал, кстати, эту игру Майкл Синглтон, о котором, я уверен, вы говорили в одном из предыдущих подкастов. Потому что этот автор достаточно знаменитый разработчик. На PC он, например, написал игру Midwinter. Ну, мы про него конкретно не говорили, да, но про Midwinter была передача у нас. Тоже впечатляющая игра для своего времени, более чем. Да, и, собственно, кстати, начало игры происходит на 22 декабря. Зимнее солнцестояние. Если кто-то хочет поиграть, начинайте 22-го, чтобы все было по игре. Кстати, да, неплохо. Да, кстати, интересно, что этот Синглтон сам написал все это дело на Спектруме. Когда мы говорили про Ultimate The Game, и они писали игры на рабочей станции Unix, которая подключалась к маленькому спектруму, и они, так сказать, с большим удобством это дело программировали. А Синглтон, видимо, не было таких возможностей, в первую очередь финансовых. И вот прямо вот этом на спектруме кодировал игру в ассемблере. Титанический труд на самом-то деле. Причем, если учесть, за сколько он все это написал, то есть он вот эту свой вот этот графический движок Landscaping создал за 3 месяца, потом нарисовал карту, начал думать о сюжете, и где-то еще за 3 месяца написал уже код игры. Еще там только не было. Просто автор, конечно, очень, так сказать, талантлив. Вот. К сожалению, он умер в 2012 году. И в 2012 году же вышли версии Lords of Midnight и вот Doomdark's Revenge для современных платформ с обновленной графикой. Так что, если кто-то хочет
попробовать. Может быть, действительно имеет смысл что-нибудь для айфона купить. Они продаются, эти игры. Интересно, как реализовали это на айфоне, чтобы было доступно. Неплохо реализовали, потому что делал это соратник этого самого Майкла Синглтона. И они не переделали полностью. Они просто и вот эти вот скрытые, что называется, резервы, они показали. То есть там, например, поворачивается он уже не на 8 позиций, то есть поворачивается на 8G, но плавно. Или, допустим, двигается тоже плавно. То, чего не было на спектруме. То есть это такие вот мелкие такие штрихи, которые добавляют, конечно, приятственности. Вот. Понятно. Ну что ж, перейдем дальше по списку. У нас игра под названием Trapdoor 86 года. Да. Тут здесь, кстати, довольно приятная графика и анимация. Конечно, по спектруму, если судить. Насколько я понимаю, она основана на каком-то сериале британском. Да, мультсериал пластилиновый. Достаточно такой странноватый. Но, в принципе, странноватый это можно сказать про многие игры для спектрума. Это все, собственно, британская эксцентричность. В мультфильме мы ее видим, в игре ее, по-моему, еще больше. Ну, или, по крайней мере, не меньше. Действительно интересная вещь тем, что это как бы такой квест, можно сказать. Да. Но он не следует по стопам какому-нибудь Maniac Mansion или там King's Quest. Здесь как-то нет особого интерфейса в нем. Но тем не менее, здесь тоже надо выполнить ряд разных задач, чтобы продвинуться по сюжету. Да, по большому счету тут нет инвентаря. Если наш герой Берг берет предмет, мы видим, что он его взял. То есть, если ему надо оттащить бочку, то он именно ее тащит. Нет никакой специальной команды тащить и так далее. Про сюжет там, я думаю, будет видно, что вот есть герой, маленький вот этот монстрик синий Берг, который находится в услужении у какого-то там большого монстра, будем так говорить. И ему нужно, так сказать, выполнять разные поручения, в первую очередь связанные с какими-то кулинарными изысками, которые тут требует нашего Берка. Да, пазлы. Да, в этом смысле. Trapdoor, кстати, в этом смысле ключевой момент, потому что есть люк в подпол, да, который открывается, и оттуда как полезные вещи лезут, так и всякие монстры. Поэтому нужно быть очень аккуратным. Вовремя его закрывать, а если не вовремя закрыли, вылезает какой-нибудь очередной совершенно невероятный монстр, и с ним приходится сражаться, в смысле какие-то придумывать, опять же, пути для того, чтобы он как-то устранился. Там в какой-то локации, я помню, был пресс, вот его было удобно использовать для избавления от монстров. Ну и загадки все такие, конечно, принести ведро червей собрать, да, или изготовить отварных слизней, вот такого вот плана. Графика действительно очень, очень симпатичная. Кстати говоря, такие большие спрайты автор использовал в первую очередь еще потому, чтобы избавиться от этой той самой проблемы, самое главное для спектрума, клэшинг атрибутов. Просто на крупных спрайтах это не так было заметно. Вот. Кстати, Дон Присли, вот автор игры, вообще он по профессии он учитель был. И насколько я помню, он, собственно говоря, уже в поздние 80-е ушел из разработки их игр. По-моему, просто живет сейчас в своем домике. Как только, собственно говоря, стало понятно, что разработчики-одиночки уже не правят балом, вот он ушел. Да, бывает. Но вообще в то время, мне кажется, таких было большинство, как авторов, которые делали, как бы были и дизайнерами, и программистами, и так далее. И потом просто кто-то там отшлифовывал их код, помогал с графикой или с чем-то, но они как бы были на основных ролях во всем. Да, часто даже никто и не отшлифовывал. Собственно, как вот мы видели на примере Дона Присли и Майка вот этого Синглтона, они просто все делали сами. Ну, игры, кстати, занимали тоже меньше времени в разработке. Да. Гораздо меньше. То есть там буквально за несколько месяцев что-то могло сделаться. Как ни странно. Вот. Ну что, давайте дальше. Давайте. Игра называется Turbo Esprit. Как можно понять из названия, это про машину Lotus Esprit. Весьма популярный британский спортивный автомобиль, про который существует не одна игра. Вот рассказывали в одной нашей передаче как раз, как она называлась, Lotus, да? Какая, Мижная, что ли? Да. Да. Вот, тоже про нее. Хотя здесь совершенно другая вещь. Можно сказать, что даже предвестником назвать ее Grand Theft Auto в какой-то степени. Вот я, кстати, не понял, почему это предшественник. Я в нее мало поиграл, и мне показалось, что там так просто, так сказать, вид несколько сзади, и нужно уворачиваться от машинок. Возможно, там есть что-то еще, чего я не заметил. Ну да, там определенно есть что-то еще. То есть, действительно, мы двигаемся по городу на машинке, вид сзади, при этом здание трехмерное, ну а машинки спрайтовые. И при этом, собственно, интерфейс выглядит так, словно мы находимся в кабине этого автомобиля. И в самом начале, когда вы запускаете игру, вам дается на выбор 4 города. Каждый город — это, собственно, полноценный
полноценно имеет Карта. карта, да. Собственно, вы можете двигаться в любом направлении. В игре есть достаточно серьезная симуляция дорожного движения. То есть видно, как работают светофоры, как... Вот это, да, вот это я тоже заметил. Как машины соблюдают правила. Есть пешеходы. Неплохо. То есть кто-то из игроков, например, мне кажется, в GTA тоже такое люди делали от скуки, по крайней мере. Просто наблюдали, куда едут машины и идут пешеходы. Тоже развлечение, что называется. Вот. Так что, в принципе, эта игра... Пешеходов я что-то не заметил там. Ну, бывают. Действительно есть. Памяти не хватило пешеходов. Ну, и в игре есть возможность стрельбы. Собственно, по сюжету, я так помню, мы охотимся за какими-то там наркодилерами, вот, и их нужно тем или иным способом остановить. Или расстрелять, или как-то, так сказать, маневр совершить на своем автомобиле. Вот что-то такое сделать. Вот что касается самой игры, кстати, автор ее Майк Ричардсон, он один из был ключевых разработчиков компании Dural Software. В то время была очень известная компания. Ну, достаточно сказать, что именно они сделали вот этот вот сериал «Саботер». «Саботер 1», «Саботер 2». Помните, да, такую игру? Ну да. Угу. Вот. То есть, я понимаю, здесь псевдо-3D, но с трехмерными уже по бокам зданиями. Да, и управление там было очень сложное. По крайней мере, я помню, что у меня были большие проблемы с разворотами, поворотами налево-направо. Так что... Ну, вот я, по-моему, с этим вообще не разобрался, поэтому я думаю, что там можно только вперед ехать и уворачиваться от машин. Нет, там все есть. Ладно, давайте к следующей, да? Угу. Назрёс. Ну, это достаточно известная игра, даже вне спектрума, мне кажется, она известна. Считается одной из первых игр в стратегическом жанре, в реальном времени. Вот. В принципе, даже существует ремейк ее. И не один, по-моему, даже. Да, то есть что говорит о ее популярности? Да, очень многие у нас, что называется, вот бывшие спектрумисты любили ее. И те из спектрумистов, которые впоследствии стали заниматься разработкой игр, очень часто пытались вот что-то сделать в таком вот именно плане. Сама по себе она тут тоже изометрическая графика двухцветная. Да, вот необычно, что стратегии обычно в те времена делали с видом сверху, а тут такой вид с наклоном, причем необычный такой. Еще нет карты, так как называемая. Здесь как бы она скроллится в двух направлениях только, не в 4. Кстати говоря, по поводу необычного вида, на самом-то деле этот вид обычный, но совсем для другого жанра игр. Помните, на аркадах были популярны вот эти Зексон и прочие, где самолетик летит? Вот именно в таком же изометрическом представлении. Ну да, возможно, что они взяли, поскольку не было еще никаких примеров, да, подобных игр, они взяли просто известные из другого жанра, известные представления, и взяли, сделали стратегию. Да. Вот. Но потом как-то это не прижилось, ну, да, по-моему. в целом... То есть с таким видом, честно говоря, я вот не назову еще стратегией. Вид вполне удобен, что называется, для игры, как оказалось. И вообще игра настолько, как мне кажется, талантливо создана, разработана. Просто вот сразу такое попадание по многим-многим показателям. Цель. Вот это сражение с вражескими роботами. Ключевая, конечно, особенность создания своих юнитов из компонентов. То есть можно выбирать и вид шасси, и вид орудий. Ну, кстати, насчет ремейков я все вспомнил. Вот была такая игра у нас «Космические рейнджеры», да, называлась? Угу. Вот, во второй части там разработчики добавили новый режим игры – планетарные бои. И, как, собственно, в этих планетарных боях что надо было делать? Надо было захватывать базы, заводы по производству роботов, собирать роботов из шасси. Ну вот. Ну, в смысле, из частей разных. Можно было разные конфигурации делать и направлять их друг на друга. Сразу понятно, откуда растут ноги. Бывшие спектрумисты и тут оказались. На самом деле, подобных игр, где роботов надо было собирать там и так далее, вот в те времена было несколько. Ну, там вот Клозатрон тот же вспомнить. То есть, ну, модульная такая. Это было интересно и многим нравилось, видимо. Я не знаю, кто первый сделал. Ну, довольно хорошая, конечно, идея. Да. Причем там интересно, что, опять же, в игру можно играть и в таком аркадном варианте. То есть можно, допустим, взять управление на себя одним из роботов и прорываться вперед. А можно давать им команды, заниматься их производством и так далее, и так далее. То есть есть прямое и есть непрямое управление, да? То есть можно управлять вот этим строительным роботом, а можно и самими. Вот, игра очень увлекательная, надо сказать. Но что интересно, вот мы говорили о известных разработчиках сейчас, и если я назову имя Даг Андерсон,
то вряд ли кто кому-нибудь что-нибудь оно скажет. Вот это, вообще говоря, для меня большая загадка. С одной стороны, Another Years — это вообще, наверное, одна из самых популярных игр со спектром. А с другой, об авторе практически ничего не известно. То есть вот люди делали исследования, нашли, что компания называлась Icon Design, но эта компания достаточно известная, и вот этот вот Андерсон, скорее всего, он сделал игру, и про него нашли только упоминание в анкете, в бизнес-анкете, что он сейчас занимается фрилансом в плане кроссплатформенных этих самых мобильных игр. И все. То есть игру... До сих пор в бизнесе. Да, но он не получил никакой славы. Мне за него обидно. Ну, действительно странно. Да, очень странно. Что хотя бы в переизданиях, которые после успеха пришли, никто не сказал, никто что у него, вот понимаете, звезда. Да, никто у него не брал даже интервью ни одного. То есть вообще ничего. Это странно, действительно. Да. Но можно восстановить справедливость сегодня и написать, Да, кто хотя действительно бы. является ее автором. Если вдруг у кого-то остались вопросы. Да, ну и последний у нас сегодняшний ростере. Одна из поздних игр на CX Spectrum, уже 88 год. И игра называется Laser Squad. Разработчики, авторы игры, известные братья Галлопы. Угу. Которые, можно сказать, не создали, но поспособствовали созданию жанра такой тактической стратегии на компьютерах. Вот я все время слышу о Джулиане Галлопе. А вот что делал второй брат? Ну, может быть, помогал я ошибаюсь. ему. Не знаю. Да. Кормил, ланч Да, таскал. может быть, наши слушатели прояснят этот момент для нас. Да, собственно говоря, началась все вот серия Rebel Star. Она была раньше сделана. Ну, по-моему, первая версия вообще на Basic была написана. Ну, автор явно вдохновлялся настольными играми. Пытался сделать что-то похожее, только в фантастическом антураже, в компьютере. Потом у него еще была игра Chaos, где, собственно, тоже такая же вот она, вот настольность присутствует, то плюс еще есть возможность использовать заклинания. А то, что касается Laser Squad, ну, по сути, это то, что мы видели в поздних играх, типа UFO или Jagged Alliance, вот это оно есть. Ну уже. да, нашим посетителям Old Games.ru, которые в основном под DOS'ом играли, тоже эта игра знакома, она выходила под DOS. То есть здесь, насколько я понимаю, идет отряд на отряд, да, на карте. Да, причем вот если брать первый уровень, то один отряд атакует какую-то там планетарную базу, а другой, это, если правильно помню, это какой-то там преступный синдикат. Да, там какой-то сюжет был, да. Вот в досовской версии там была даже заставка, где все это объяснялось, а здесь, по-моему, в версии на спектруме просто, мне кажется, набор миссий. Да, и там тоже, кстати, да? по досам тоже набор миссий, но они как-то связаны общим сюжетом. Ну да, нет, здесь тоже сюжет. Вообще Галлоп этим и отличался, он хорошо продумывал вот это все окружающее, что называется, пространство вокруг игры, мир, и то, что за рамками, собственно, игрового процесса. Там 7 миссий, действительно. И что интересно, просто игрок, защитник и нападающий, они, собственно, в несимметричных находятся позициях. То есть у одного совершенно свои возможности, у другого свои. А играть можно и за тех, и за других, да? Да, то есть можно вместо компьютера играть вдвоем. Насколько я помню, это было очень интересно в свое время делать. Угу. Ну, по внешнему виду тоже можно посмотреть. Игра достаточно неплохо сделана, в смысле она смотрится так, что можно понять, что вообще происходит на экране. Разобрать. Мне еще показалось, что там скажем, достаточно неплохо с технической точки зрения, то есть там и интерфейс проработан хорошо, и довольно все быстро и плавно работает. Да, да. Там, кстати, по-моему, впервые использована вот эта вот вещь. Линия взгляда, когда один из наших этих вот солдатиков, если он увидел врага, то мы его, собственно, этого врага тогда и видим на карте, можем в него стрелять и так далее. Это в UFO, если помните, это было. UFO, чем оно отличается? В основном тем, что там были, кроме тактических боев, там был добавлен стратегический элемент, то есть это шарик, да, развитие базы и так далее. Да, здесь этого нет. Но здесь это, ну, в UFO это тоже, по-моему, присутствовало. Здесь каждый из наших вот этих солдат, он обладает, собственно, что называется, какой-то индивидуальностью. Характеристиками, да? Характеристик, да. И это тоже на игре, так сказать, отражается. Ну, там тоже большой выбор оружия. Нужно... Это, видимо, из ролевых игр пришло, которые они пытаются симулировать изначально. Да, может быть. И, кстати говоря, если уже, так сказать, ну, об игре мы вроде как рассказали, недавно же вышла у Галлопа версия Chaos Reborn, был Kickstarter. Удалось собрать? Что собрать? А, да, удалось. Деньги. То есть вот у него серия Rebel Star и Laser Squad, а вторая это как раз Chaos, и в 90-м вышла Lords of Chaos. Тоже неплохая игра, тоже с хорошей графикой, только вот фэнтезийная, с магией. Они все вот на сейчас... Spectrum выходили, да? Да, я говорю о спектрумовских играх, и сейчас вот этот Chaos Reborn вышел благодаря Kickstarter. Наверное, хорошая игра.
Неплохо. Ну и надо сказать, что XCOM, вот этот XCOM и Laser Squad, они тоже выходили в дальнейшем, какие-то версии, то есть Да. популярность, да, Вот Laser Squad как-то он, по-моему, вот кроме одной части почти ничего и не было. Какой-то был еще Nemesis, по-моему. Был точно, да. Но в любом случае приятно, что разработчик до сих пор делает то, что ему нравится, появляются новые игры. Это да. Ну, наверное, да, это у нас последняя игра. Это, наверное, у нас будет все на сегодня. Мы постарались рассказать о, наверное, наиболее интересных и впечатляющих играх, которые появились именно на Спектруме впервые. Большое спасибо TrueGru за то, что он поделился с нами этим своими знаниями. Да, потому что на самом деле мало кто из наших зрителей, наверное, помнит такие игры. А сейчас мы вспомнили их, и они оказались действительно интересными. А какие-то даже играбельными сегодня. Ну да, о чем говорят, что переиздания выпущены недавно некоторых из них. Вот, то есть с ними можно ознакомиться даже не только в эмуляторах, а в виде ремейков в том числе. Ну и в эмуляторах тоже можно. Да, будем надеяться, все это вдохновит наших слушателей. Хотя бы поиграть или посмотреть, может быть, больше информации выяснить для себя. Да, ну это все на этот выпуск. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания или предложения, то оставляйте их в комментариях. Ну а с вами был Вирджил и Димаус. И я, TrueGru. Это был 33-й выпуск подкаста wildgames.ru. До новых встреч! Всем пока! Счастливо!